Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Это вторая серия про судоремонтный завод в Риге. В первой серии мы уже прогулялись по заброшенной части Судрема и увидели заброшенную технику, склады с инструментами и ремонтные цеха со всем оборудованием. Кто пропустил первую серию, рекомендую к просмотру. Ссылка будет в подсказках и в описании. Сегодня во второй серии мы возьмем лодку и осмотрим Судрем с воды. Увидим доки с огромными кораблями, а вечером залезем на портовый кран в обход камер. После мы отправимся изучать заводские офисы, которые выглядят так, будто бы люди просто вышли после трудового дня и завтра вернутся обратно. Приятного просмотра! Так, дорогие зрители, сегодня мы с вами продолжаем исследовать судоремонтный завод. Как вы помните, в прошлой серии я заметил там высокие портовые краны. Хотел подняться на один из них, но вся территория в камерах. Поэтому сегодня я взял свою лодку, все снаряжение, и попробуем подплыть туда с воды, обойти камеры и аккуратненько залезть на кран. Кстати, дорогие зрители, помните компанию Дуги? Так вот, они меня снова порадовали и прислали мне новый защищенный смартфон. Это Дуги V50 Pro. Ух, классный аппарат. Кстати, тут камера с 50-кратным зумом. Мы возьмем его с собой для разведки камер видеонаблюдения. Так, сейчас проверим, есть ли там камеры на вот этих столбах. Вот, сфоткал на зум Дуги эту камеру на столбе. Она прозрачная, значит, походу реально обзор на все 360 градусов. Так что, к сожалению, на кран не получится. Зато вот можно разглядеть гавань судоремонтного. Там получается действующая часть. Вон стоит буксир. А эти два судна, скорее всего, на ремонте. Так, есть режим 200 мегапикселей. Ух, качество и правда то, что надо. Вот есть широкоугольник. Есть вот портретный режим. Также есть ночное видение. В общем, пока не стемнело, решил обплыть вокруг судоремонтного, посмотреть, что тут еще интересного. И вот это продолжение действующей части. Вот эти краны. А там дальше вообще, похоже, плавучий док. И на ремонте стоит огромный корабль. Винт просто капец большой.
И второй корабль на ремонте. Там на берегу еще какие-то кораблики поменьше. Это, наверное, буксир был. Ух, закат еще скоро. А вон оранжевые спасательные шлюпки стоят. Что ж, давайте попробуем аккуратно сейчас подплыть к этим кораблям. Заценим их размеры. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам новый формат таких вот водных экскурсий на лодке. Как вам такие кораблики? Один и второй. Сейчас вот-вот уже солнце зайдет за горизонт. Но этот док в длину метров 150 точно, если не 200. Там, кстати, за этим мостом сразу Киш-озеро. Дорогие зрители, честно скажу, я даже не расстроен, что не залез на кран, потому что я увидел вот это. Решил попробовать доплыть до Киш-озера. Сейчас будем проплывать под вот этим мостом. Все, ребята, я заплыл на территорию Киш-озера. Вон там вдалеке остался Судрем. Идеальный момент, чтобы просто расслабиться и попить чайку. Оно, конечно, очень большое. Как маленькое море. Так, пока зависаю на Киш-озере, сейчас немножко расскажу вам про вот этот новенький смартфон от Дуги. Очень удобная штука, задний дисплей 2,06 дюйма, можно смотреть время, уведомления, есть компас, можно зайти в камеру, например, вот сделать селфи, музыку включить, тренировки, это диктофон, секундомер, будильник, таймер. Короче, удобная штука. А вот эта милая собачка, это виртуальный помощник с искусственным интеллектом. Давайте протестируем. Вот, можно что-нибудь спросить. Привет, добрый вечер. Подскажи, пожалуйста, какая глубина у Киш-озера в Риге и какая у него вообще площадь? Вот, смотрите, все написано. Средняя глубина 2,5 метра. Площадь 17 квадратных километров. Да. Ребята, здесь 8-ядерный процессор,
52 гигабайта оперативки и терабайт встроенной памяти. Я вот его зарядил вчера, сейчас тут 96%. Батарейка 11 тысяч миллиампер, основной дисплей 6,78 дюйма. Тут сзади вот даже написано «For those who dare», для тех, кто не боится. В общем, ребят, если кому нужен надежный и мощный смартфон, то смело могу порекомендовать Doogee V50 Pro. Ссылочка будет в описании. Вот. И сейчас еще ночью, когда пойдем на Судрем, покажу ночную камеру в деле. Капец, тут течение. Я вот остановился возле того острова. Вот там. Попил чайка, рассказал вам про дуги, и меня унесло на пару сотен метров. Ух, надо плыть назад. Не, ребята, за такую красоту вечерний Судрем с вас однозначно лайк. Вот эти краны. Честно скажу, мне это место очень напоминает заброшенный речной порт в Припяти. Сейчас проведем разведку ночной камерой от Дуги. Так, ну, на столбах вроде ничего не светится. А, вон там камера. Вон та камера. Блин, ночная камера, ночное видение, конечно, просто обалденная вещь. Короче, я не был бы настоящим сталкером, если все-таки не решился бы в темноте уже попробовать залезть на один из кранов. Буду использовать чисто ночное видение, чтобы не палиться с фонариком на камеры. Фух. Хотя бы в кабину хочу попасть. Ого! Вот этот механизм поворотный. Здоровенный кран, конечно. Вот, наверное, кабина. Да, ребят, кабина. Сейчас бы тут не провалиться никуда. Лебедка со здоровенным металлическим тросом и ведет наверх прямо к гаку. Ребята, я нашел кабину крановщика. Вот он, пункт управления. Ух, можно почувствовать себя оператором этого гиганта.
Прием, прием. Есть кто на линии? Залезу еще чутка наверх. В общем, ребят, камера ночного видения реально пригодилась сегодня. Спасла меня от палева. И если что, напоминаю, что ссылочка на смартфон будет в описании. Очень ветрено, но я все равно хочу подняться на самый верх. Потому что, как говорится, когда, если не сейчас. Фух. Все, я на самом верху. Очень ветрено. Ну, вид, конечно, просто нереальный отсюда. Вот соседние краны. Там те корабли на ремонте. Там док с большими кораблями, где я проплывал. Ну а это заброшенная часть Судрема. Фух, охрана вроде не бежит с фонарем. Значит, не спалился. А вон Даугава, и там вдалеке ее устье. А вот так выглядит сам трос, и там снизу вон висит этого крана. Вот отсюда его лучше видно. 16 тонн, что ли, поднимал? Не пойму. Кстати говоря, вот тут, похоже, был док за вот этим заборчиком. А вот еще один заброшенный док. А там, похоже, заброшенная яхта. Ладно, дорогие зрители, на этом наша водная экспедиция заканчивается. Поднялся ветер, волны. Мне сейчас нужно еще против течения доплыть до места. Сегодня туманный вечерок. Я иду на Судрем и надеюсь, что туман скроет меня от камер. Интересно, ворота открыты на территорию. Вот это там камеры светятся. На трубе камера. А вот этот мебельный цех, где я был в прошлый раз. И его уже вовсю выносят строители. Ночное видение, конечно, классная штука. Тележка с наждачной бумагой из мастерских. Тут еще одна тележка.
Ох, мда. Мастерские явно пустеют. Вот этот чердак с кучей инструмента и материала. И вот эту комнату уже почти зачистили. Забрали наждачку всю. С моего прошлого похода сюда прошло чуть меньше недели. А тут столько всего поменялось. Сегодня я хочу попробовать пробраться в соседний цех. Вот туда. В это большое здание. Надеюсь, туман спасет меня от камер. Фух. Короче, я проник на крышу этого цеха. Дальше проход открыт. Фух, главное, надеюсь, что меня не спалили. Ух, вы посмотрите на этот вечерний вид на порт. Красотища. Это чердак. А дальше... Фух, открыто. Да, это лестница. Надо осторожно здесь с фонариком, чтобы не запалиться. Заготовительный участок. А вот, кто-то дырку выпилил. Хотя вот же можно нормально зайти. Ого! Это офисы, значит. Это, походу, коробки с сантехникой. Первый офис. Нет, ну согласитесь, ощущение такое, будто завтра придут люди на работу. О! Гудок идет. Слышите? Лучше положу, пожалуй. Так, я нашел список, кому выплачивали премии за 2017 год. Вот в этой графе зарплаты в евро. Основная зарплата. А здесь подписаны премии. Но я только не знаю, это полные часы или нет. Вот еще одна бумага. Тут написана ставка в час в евро.
Вот, от 5,5 до 7. Сколько часов отрабатывали в месяц. Ну и сумма в евро, которую выплачивали. Неизвестно, до налогов или после. Ну, наверное, до. Зарядная. Старая мышь. Инструкция по охране труда на производство работ кранами, связанными с подъемом людей. 2016. Это фирменный календарь судоремонтного завода. И здесь у нас конец 2017. Тут, походу, еще до закрытия начали делать ремонт санузла, но так его и не закончили. Да, вот туалеты хотели отремонтировать, но что-то пошло не так. Вот тут новые лампы. Это упаковка с дверями от душ-кабины. Технологическое бюро. Ого! Вот это я не зря сюда зашел. Это все полки с документацией. А здесь что? Это чертежи. Вот чертеж рукоятки. Ого! Это же мечта любого человека. Печатать деньги. Но это такая салфетка, стилизованная под еврокупюры. Старые компы. Мониторы. Но тоже видно, что тут кто-то покопался в поисках чего-то ценного. Снова документация. Целые полки. Что в шкафу? Задачник по черчению. Сборник задач по судостроительному черчению. Здесь вся эта литература про черчение. Вот фрезерные работы. Справочник судового сборщика. Все это полезная литература. Клавиатуры, мыши. И снова здрасте, маска сварщика.
Чуть не пропустил. Смотрите. Speedwall 230. Радиоприемник. А там, походу, чья-то заначка была. А вот кульман с чертежами. Вполне себе рабочий. Молитва на рабочем месте. Работа, работа, перейди на Федота, а с Федота на брата, а ко мне их зарплата. У любой проблемы есть имя, фамилия и адрес. Рабочий календарик за 2017. И снова фотография судоремонтного завода. Смотрите, сколько тут кораблей. Вообще вот, конечно, интересно. Если завод продолжал и продолжает работу, то почему же сократили тогда эти цеха? Усталость системы фальши и лжи. Добро пожаловать в бомжи. А план на неделю — ждать пятницу. А тут что? Наксерачил, убери за собой. Я вас вижу, вы не работаете. Осторожно, нервные люди. Да, с чувством юмора у заводчан все в порядке. Здесь, похоже, кухонный уголок был. Да, вот в шкафу посуда. И раньше были, наверное, припасы. Прикольный желтый плащ в шкафу. Еще один плащ зеленый. Смотрите, тут 2018 июнь. Тихо, вы находитесь в зоне высокого умственного напряжения. С моей зарплатой я должен приходить на работу, здороваться и уходить. Судоку. Горячительные напитки. Еще один радиоприемник. Но это уже не советский. Ого! Посмотрите, какая лампочка. 300 ватт. Маркер. Должностная инструкция для судового такелажника. Даже не знаю, кто это. Комплексная система ремонта и обслуживания судов. 88 год. Все здесь расписано.
чертеж палубы. Опа! Ну это же не настоящее. Да, это просто распечатка. Деньги латы Первой Латвийской Республики. Тоже гудок идет. Обалдеть. Это, конечно, неожиданно. И тут гудки. Так, лучше не буду я поднимать трубки. Фу, чтобы не позвонить охране случайно. Нашел тут разные приколы от заводчан. Не работаешь, жить не на что. Работаешь, жить некогда. Сертификат на счастье. Самое приятное в работе — собираться домой. Утром хочется спать, днем есть, вечером отдыхать. Работать некогда. Идем дальше. Что тут? О, это, похоже, кабинет какого-то начальника. И здесь же унитаз. Ну-ка. А, не, он не подключен, если что. Просто стоит. Тут, похоже, кухонный уголок. И снова документация. Политика завода в области качества. А тут, наверное, проходили небольшие собрания. Ух, можно ощутить себя начальником. Так, что в ящиках у начальства? Легкие шаги безумия. Детектив, наверное. Премия. Это учет премий. Здесь просто канцелярские. Очки такие узенькие. Капец. А это, походу, заказ на ряд. Вот. Наименование работы. Трудоемкость в часах. Фонд зарплаты. 2014. Следующая дверь. Мастера судоремонтного участка. Тоже кухонный уголок и даже спальное место для самых трудолюбивых сотрудников. Что тут интересненького?
Коробка от фонарика. На польском написано. А это елочные игрушки. Опять гудок. Что за бред? Значит, электричество есть. Сейф. Но там только документация. И вон фонарики. Так, а может тогда... Нет, комп, видимо, не подключен. Нет. Ого, тут на столе удостоверение рабочих. Так, вот, смотрите. Фотографии заводчан. В основном это стропальщики и операторы кранов. Но они здесь какие-то все угрюмые на фотографиях. Или просто, может, суровые лица заводчан. Вот совсем молодой школьник пришел. А этот на батьку похож. Это уже современные удостоверения. Вот, выданы в 2012 году. И тут каждый год нужно было проходить обязательную проверку знаний, получать подписи. Представляете, после выхода первой серии мне написал один из бывших работников этого судоремонтного завода и прислал уникальные фотографии. С 2005 по 2011 он работал сборщиком-корпусником, то есть занимался разметкой, сборкой, монтажом и подгонкой металлических конструкций, формирующих каркас и обшивку кораблей. Да, вы не ослышались. Оказывается, раньше на этом заводе не только ремонтировали суда, но и строили корпуса для новых судов. На этом видео, снятом в 2007 году, запечатлен торжественный момент – спуск со стапеля малого траулера для норвежцев. Да я вижу их и так. По традиции, крестная мать судна разбивает о борт бутылку шампанского. Строили на заводе разные типы судов. Рыбный флот для Норвегии, паромы и речные трамвайчики, и даже военный буксир для финнов. Было много фирм-подрядчиков. Сварщики и сборщики судов в основном были украинцы. Для новых судов тут строили только корпуса. Под ключ их достраивали уже в странах заказчиков. Отдельно стоит упомянуть легенду о том, что когда советские войска покидали Латвию, в одном из доков этого завода стояла на ремонте немецкая подводная лодка. Что ж, большое спасибо зрителю Антону из Николаева
за эти уникальные фотографии. Кстати, его отец корпусник со стажем в целых 45 лет. Блин, руки чешутся попробовать комп включить. Вот. Нет. Опять гудок. Фактически эти офисы — это 8-летняя капсула времени. Вот 2017 и застывшие часы. Что тут? Кладовка. Рамки для картин. Качественные, деревянные. Но, правда, тяжелые. Каски. Еще рамки. О, наверху стоит телевизор Вестель. Руководство мастера. И тут кто-то жестко взламывал дверь. Жесть. Еще один кабинет начальника. Плакаты с судами. Сейф. Закрытый. Крокодильчик классный. Это, походу, фирменный эротический календарь от завода. А вот рядом календарь с разными судами. Снова документация. Рюмочки в шкафу. Рации. Ну-ка. Нет. Но они уже давно сели. Мертвые кактусы. Ну, вообще, знаете, чувствуется в этих офисах какой-то уют. Следующий кабинет. Снова закрытый сейф. И чьи-то рабочие места в прошлом.
Работа нынче волк, в лес убежит. Снова цитаты от заводчан. Пить за рулем опасно для вашего кошелька. Ну, дорогие зрители, за такие офисы с вас точно лайк. Литература. Курс физики. Слесарно-монтажные работы. Задачи по сопротивлению материалов. Это любимый предмет моей тети был. Сталин на рабочем столе. А это Юрмала. Знаменитый ресторан. Юрас Перл, если не ошибаюсь. И просто куча народа. Вот фотографии, как судно заходит в док на ремонт. Вот тут еще фотография. Карта Риги старая относительно. Опа! Ребята, припасы. Ой, фу! Неприятный запах очень. Продолжение офисов. Так, тут висят датчики. И учитывая, что телефоны гудят, они могут быть вполне подключенными. Я не пойму, он моргает или нет. Вроде нет. Снова документация. Принтеры. Вполне себе неплохие. А вот старый здоровенный принтер. Припасы. Одежда чья-то. Да, вот тут уже реальное ощущение, будто завтра люди придут на работу. Это что за аппарат такой? Интересно. Геостар. Для каких-то измерений уровень мерить может. Опять закрытый сейф. Компы. Все на месте. Ребята, это куда я вообще попал? Ну вот, здесь, кстати, 2019. На подоконнике цветы мертвые. Нет, ну это точно заброшка. Так, чисто ради интереса попробую включить комп. Нет. А телефон гудит.
Тут везде, просто в каждом кабинете эти телефоны, они подключены. Почему-то. Вот чьи-то личные фотографии. Ладно, мне тут немножко не по себе из-за этих датчиков. Сейчас еще сюда загляну и буду сваливать. Этот комп постарше, из нулевых. Нет. Мертвые растения. И это, ребята, это шоколадный заяц, которого не съели. И смотрите, во что превратился шоколад, ну, за 7 лет. Мумифицировался. Ладно, сейчас быстренько попробую один комп подключить в розетку. Короче, вот комп. Провод питания, вот он, подключен в розетку. Но при этом комп не включается. Телефон вот этот, который гудит, он подключен, вот белый провод, он подключен в телефонную розетку специальную. Значит, здесь питание есть, а здесь нету. Сейчас еще проверим свет. Света тоже нет. В общем, ладно, дорогие зрители, камера моя садится. Боюсь еще, чтобы мой фонарь не заметили в окнах. Не буду борзеть. Пойду на выход. Что ж, спасибо всем за внимание. Счастливо. Ну и до скорых встреч. Такой туман сегодня. Атмосфера просто как в Silent Hill. Еще такая тишина гробовая.